Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я хочу вам рассказать про премиальный компакт с матрицей 1,5 дюйма Canon G1X Mark II. Ну да, пару лет назад я рассказывал вам уже про первый G1X, и несмотря на некоторое количество недоработок, каких-то косяков, небольших недостатков, каких-то там, знаете, таких вот небольших шероховатостей, прямо так скажем, не то чтобы там что-то прям супер ужасно в нем было, мне камера все-таки скорее, несмотря на все эти вот минусы, понравилась все же. Там был довольно-таки фиговый автофокус, ну, очень уж медленный, только контрастный. Также там имелся вот этот, ну, дурацкая вот эта дырка-глазочек, как у серии G, более ранней и более мелкоматричной. Также у той камеры меня расстраивали все-таки достаточно слабые макровозможности, но в то же время там был отличный полностью поворотный экран, что, ну, в общем-то, очень удобно. Я люблю, когда экран полностью поворачивается в любую сторону. Ну и, конечно же, замечательный, приятный цвет прямо сразу из камеры. Ну, в общем, я люблю тот Color Science, который выдает Canon. Зачастую он бывает, ну, может, немножко там тоже, опять же, да, какими-то небольшими недоработками, но по большей части у большинства камер, которые Canon делает, он хороший. Ну и у камеры для тех лет, напомню, она вышла в 2012 году, был, ну, достаточно неплохой все-таки, неплохие показатели динамического диапазона и шумов на высоких ISO. Ну, то есть там до 1600 можно было совершенно спокойно снимать, и, в общем-то, и картинка неплохо тянулась. Ну, все-таки матрица в 1,5 дюйма, это получается чуть-чуть побольше, чем микро 4 третьих, и чуть-чуть поменьше, чем APS-C того же Canon. То есть здесь кроп-фактор получается приблизительно 1.8. Ну и, конечно же, после первого G1X мне хотелось попробовать и последующие модели, которые выходили. Ну, то есть я там смотрел в интернете характеристики, смотрел на картинки и, в общем, примерно представлял, какие там наметились, ну, какие-то улучшения, да, относительно первой модели. Очень было любопытно. И вот недавно, ну, в этом году, получается, в начале года, один мой приятель прикупил себе как раз G1X Mark II для того, чтобы с ним, ну, как немножко поиграться, посмотреть вообще, что он из себя представляет. Не для меня купил, а в смысле для себя. У него просто первая модель была на тот момент, и он решил вот на вторую как бы перескочить, сделать такой апгрейд. Ну и по весне он также предоставил мне эту камеру для обзора. Первое, что замечаешь, конечно же, у камеры, это когда ты смотришь спереди на нее, то, что на объективе совершенно другие цифры, то есть здесь фокусные изменились, ну, можно сказать, в положительную сторону, и светосила. Объектив стал в то же время, да, и светосильнее, и у него больше разлет фокусных. Раньше было 28-112, а теперь стало 24-120 мм. Ну, в эквиваленте, понятно. Ну и, конечно, заметно сразу то, что убрали вот этот дурацкий глазочек, все-таки, ну, это уж совсем какое-то ретро, этот глазочек ни к чему не нужен был. И теперь появилась возможность поставить опциональный электронный видоискатель, то есть, ну, там группа контактов появилась в горячем башмаке. Ну, я сразу же также обратил внимание на то, что там произошло некоторое, скорее, не улучшение, а ухудшение. Это то, что экран перестал быть поворотным, а стал только лишь откидывающимся вверх и вниз, что, в принципе, не очень хорошо, тем более, что там довольно хлипкая конструкция. Ну, давайте сейчас я вам более подробно вот камеру покажу, как я ее крутил в руках, когда она у меня была, и потом уже перейдем к картинкам. Камера весит примерно как и предшественник, G1X первой модели. Даже несмотря на то, что тут убрали сверху вот этот дурацкий глазочек, оптический видоискатель, который был практически бесполезен. Ну, камера, да, конечно, стала за счет этого компактнее, она, ну, чуть поменьше смотрится визуально, но она, конечно же, все еще из металла сделана, магниевый сплав здесь. Ну и объектив стал иметь большую кратность зума и выше светосилу, соответственно, он сложнее и массивнее, чем там. Спереди у нас тут имеется резиновая накладка для улучшения хвата, ну, то есть вот такая вот немножко такой выступ. Сзади также есть небольшой упор под большой палец. Ну, в принципе, могу сказать, что камеру держать в руках скорее неудобно. То есть хват вроде как присутствует, но, как я уже сказал, объектив стал тяжелее, и корпус получается немножко разбалансированный как раз в сторону объектива. И этот перевес постоянный в эту сторону ты компенсируешь напряжением связок в лучезапястной зоне, то есть вот где у меня примерно
солнышко тут на татуировке. Так что при длительном использовании я чаще носил камеру все-таки не вот так, или не вот так, ну, то есть я не знаю уже тут как взяться за нее, да, я носил ее скорее вот так, потому что это было удобнее. Иногда я просто перехватывался вот таким образом, то есть шел с ней в руках, так было проще, надо было что-то снять, резко брал вот так, хоп, и начинал снимать. Сверху есть встроенная вспышка, она активируется вот здесь сбоку рычажком, и она может быть отклонена вверх, что, в общем-то, удобно и хорошо, но я ее не тестировал. Ничего про нее не могу сказать. Горячий башмак здесь тоже есть. Сейчас покажу. Здесь он к тому же с дополнительным интерфейсом. Не знаю, на видео видно или нет, но вот там вот внутри есть еще дополнительные контакты. В принципе, это для того, чтобы можно было подключить, ну, опциональные электронные видоискатели. Тут, ну, как КМ6, например, к тому же. На краю корпуса слегка утопленное колесо выбора режима съемки. Рядом у нас находится кнопка On-Off. Вокруг кнопки спуска находится рычаг трансфокации. И еще сверху почему-то находится кнопка просмотра отснятого материала. Ну, видимо, они догадались, что люди не так часто вообще-то смотрят, что они там сняли в самой камере, потому что это довольно бессмысленная затея на вот этом маленьком экранчике что-то разглядывать. Лучше уж дома на компе потом проверить. Карточка все равно почти бездонная всегда. Ну, экран я поругать тут опять же не могу. Он хоть и маленький, понятное дело, что тут особо ничего не разглядишь, как я уже сказал, но все же он 3-дюймовый, достаточно яркий, не слепнет в солнечный день. К тому же у меня средние настройки яркости стоят, то есть просто какие по умолчанию. А если их выкрутить, то там вообще, наверное, даже если тебе будет просто фонарь в лицо светить, все равно экран он не ослепит. Ну и он на 1 000 000 пикселов. И сенсорный к тому же. Правда, теперь, к сожалению, не может крутиться во всех плоскостях, как это было у первой модели, что мне вообще-то нравится всегда, когда ты можешь крутить как угодно на шарнире. Теперь он только откидной, только вверх и вниз можно его откидывать, но зато может быть максимально вверх вот так поднят для того, чтобы, ну, не знаю, там снимать селфи какие-нибудь дурацкие. Конструкция при этом выглядит очень хлипкой, она такая тут тоненькая, все детали какие-то такие хлипенькие, все немножко так чуть-чуть люфтит, наверное. Ну, не сильно, не могу сказать, что это прям критично, но не вызывает доверия, скажем так, конструкция, скорее вызывает опасения вот здесь вот эти перегибы шлейфа, какие-то такие подозрительные. В общем, я бы этот экран лишний раз не откидывал без нужды. Все самые важные кнопки сконцентрированы у нас, к счастью, справа. Слева ничего нет, и слава богу. У нас меню. Обычное меню, собственно, вызывает дисплей, выбор точки фокусировки, выбор режима фокусировки. Крестовина также является и колесиком дополнительным для изменения параметров. Тут же на нее и запрограммированы различные функции, типа экспо-коррекция сверху, что чертовски неудобно, я чуть позже про это скажу. Тут же управление вспышкой, ISO и переключение в макрорежим. Посередине кнопка выбора, Function Set. И к тому же, если ты снимаешь, то эта кнопка она вызывает и быстрое меню. На грани около большого пальца 2 кнопки. Здесь запись видео сверху, такая выпуклая. И я хуй знает, что вот это за кнопка. Если есть знатоки какие-то в комментариях, можете мне подсказать. Я без понятия, что она делает. Что мне очень не понравилось, над упором большого пальца находится кнопка для быстрого соединения по Wi-Fi с телефоном. И она расположена прям мерзко. Случайно обязательно задевается, и что особенно, прям вообще просто особенное удовольствие, она нажимабельна даже когда камера выключена. То есть вот сейчас у меня, например, камера отключена, я на эту кнопку нажимаю, и камера настойчиво будет пытаться сейчас соединиться со смартфоном там, через Wi-Fi или NFC или еще какую-то хрень. И бывало такое реально, что я иду себе, балдею, а камера все время у меня бедная пытается Wi-Fi где-то там поймать. Так себе решение по расположению этой кнопки. Ну или хотя бы, если они здесь ее расположили, могли бы как-то ее утопить или сделать сложно нажимаемой. Она нажимается легко, нажимается случайно на постоянной основе. Справа под небольшой заглушкой 3 разъема. Это micro-HDMI, USB Type-D, здоровенный устаревший порт, и порт для подключения
спускового троса. Снизу резьба для площадки штатива тоже довольно мерзопакостно расположена. То есть прям в упор к крышечке батарейного отсека. И обязательно, естественно, если у тебя стоит камера на штативе, он будет заблокирован, что как бы не камильфо. Ну а батарейка здесь довольно-таки маленькая, хотя объем тут написан 1920 мАч, но хватает ее, дай боже, если на 200 фоток. Тут как бы, знаете, обычно бывает такая ситуация, что есть какие-то замеры, которые делают сертификацию, ну да, там типа пишут, то есть по СИПа, допустим, она там держит сколько-то. Здесь они прям не соврали, потому что обычно всегда врут в меньшую сторону. Допустим, пишут, что батарейки хватит на 300 кадров, ее на самом деле хватает совершенно спокойно, там раза в 2 больше там кадров на 600. Все зависит, конечно, от условий съемки и так далее, но вот здесь прям не соврали, как написали, на 200 кадров, ну так примерно ее на 200 кадров и хватает. Ну а рядышком с батарейкой тут же в этом отсеке находится и карточка памяти SD. Объектив по сравнению с первой моделью имеет чуть более продуманную конструкцию. Ну, во-первых, теперь не нужно мудиться с крышечкой, при включении шторки сами автоматически раздвигаются. Объектив теперь имеет 5-кратный зум, ну и светосила возросла по сравнению с первой моделью. Раньше было там от f2.8 до f5.8, теперь же от f2 до f3.9. Ну и вокруг объектива появились два колечка, одно используется для ручной фокусировки может, например, а второе, которое вот со щелчками, такое тоже приятненькое металлическое пощелкивающее кольцо, оно для изменения параметров. И звучит вроде бы хорошо, но в итоге это нихерища неудобно. Вот, допустим, сейчас у меня стоит приоритет диафрагмы, и я меняю, собственно, диафрагму этим колесиком, по идее. И теперь я хочу поменять экспокоррекцию, то есть мне надо нажать на экспокоррекцию, чтобы у меня экспокоррекция стала меняться, и нажать снова на нее, чтобы у меня опять начало это меняться. И, логично было бы, если я нажимаю на экспокоррекцию, чтобы она менялась вот этим колесом. Не, нифига. Вот я нажимаю экспокоррекцию менять, у меня начинает меняться, собственно, диафрагма. Короче, все наоборот, все контринтуитивно. Короче, это очень странно и очень путано как-то у них реализовано. Мне такое не очень понравилось. Ну и последнее, что я могу еще сказать. У объектива теперь есть байонетный такой крепеж для бленды. Она здесь остро необходима. Я прям охренел от засветок и бликов, которые появляются у объективчика этого. Но об этом я уже чуть позже сейчас расскажу, когда перейдем к фотографиям. Итак, давайте начнем с того, что точно можно у камеры похвалить. Резкость на прикрытой диафрагме, отмечу еще раз дополнительно, на прикрытой диафрагме резкость просто отличная, просто прекрасная. В диапазоне от f2.8 до f5.6, с детализацией просто, все очень-очень хорошо. Любые там самые мелкие, самые какие-то изящные, интересные, хитро сплетенные какие-нибудь текстуры городской среды, конечно же, этой камере подвластны, их просто замечательно можно запечатлевать. И, конечно, по сравнению с первой моделью у G1X Mark II очень сильно улучшили макровозможности. Камера, конечно, там не запредельно как-то близко фокусируется, но реально очень близко теперь она может фокусироваться, буквально там с нескольких сантиметров, по-моему, с 5, что ли, я уже не помню точно, в характеристики не буду сейчас заглядывать. В общем, по картинкам, я думаю, вы увидите, что она реально очень близко фокусируется. Это такое хорошее любительское макро, им можно, теперь просто обмазаться в полной мере. У первой модели с этим была беда, потому что камера
мало того, что не очень близко фокусировалась, так она еще и фокусировалась довольно плохо, когда ты вблизи пытался на что-то навестись. Там, тем более, точка была довольно крупная, ты постоянно не туда куда-то попадал. В общем, было хреново и неудобно первой моделью пользоваться в таких вот ситуациях, когда ты что-то сблизи хочешь снять. Во второй модели с этим все очень хорошо, мне прям понравилось, я прямо кинулся всякие ранние цветочки, какие-то там свежие листочки распускающиеся, ну и ранняя весна была, в общем, вот я прям кайфанул с этого. Но я, правда, еще попробовал сделать и снимок на максимально открытой диафрагме, и похоже, что очень зря. Максимально открытая диафрагма на широком углу у фотоаппарата – это f2. И диафрагма эта абсолютно нерабочая, что в макрорежиме, что при обычной съемке. Ну, то есть светосила вроде бы и у тебя и есть, имеется на бумаге, да, в характеристиках она указана, но это абсолютно нерабочий вариант, потому что все очень мыльное, все очень херовенькое на вид становится. Ну, в общем, светосила, как обычно, для галочки стала выше у объектива, то есть была максимальная там на широком f2.8, стала f2, на целый стоп вроде бы прибавила. Но по факту ты, я думаю, что вот такую открытую дырку будешь, ну, может, один раз в тысячелетие использовать, и то только от безысходности. Но, тем не менее, если тебе вдруг захочется какого-то софт-эффекта, как, ну, как художественный, да, какой-то прием, то он здесь, получается, тебе доступен бесплатно. Тебе не нужно какие-нибудь там фильтры, намазанные вазелином, использовать, или какие-нибудь там зацарапанные для этого. В общем, шутки шутками, но вообще объективчик действительно из-за того, что достаточно все-таки светосильный, я даже сделал для примера несколько примеров с портретной съемки, и там, в общем, даже присутствует кое-какая бокешечка вполне себе приятная. Ну и мягкость картинки на максимально открытой диафрагме, она, в общем, сейчас ей как бы никого особо не удивишь в наше время изобилия вот этих вот с завышенными светосилами объективов от китайцев, у которых на максимальной дырке все равно никто не снимает, потому что это не имеет никакого смысла. В общем, ничего страшного. Прикроешься до f2.8, потеряешь один стоп светосилы, но зато картинка будет нормальная. А вот блики, засветки и вот прочая вот такая вот хрень, от нее уже сложно как-то отвертеться, ее просто прикрытием диафрагмы не решишь, даже скорее зачастую усугубишь, так что вот эта проблема реально ощутимая. Объектив реально очень плохо держит контровой свет. Контраст, конечно, у картинки, в общем-то, в целом не особо теряется, но всякие лучики от объектов светящихся очень яркие и очень заметные, прям выбиваются такие прям лучи, и блики тоже, ну, прямо очень ярко выраженные, прям зайцы такие здоровенные у тебя на картинке появляются. Причем конструкция объектива настолько дурацкая, что, ну, я не знаю, насколько это решаемо опциональной блендой, да, накручиванием, там можно прикрутить бленду. У меня ее просто не было, но, в общем, ты ловишь блики, даже если солнце в самом кадре у тебя вообще не присутствует. То есть ты не навел прямо на солнце, оно где-то сбоку, оно даже у тебя в кадр не попадает. Тем не менее, объектив умудрялся все равно словить ощутимые такие заметные блики ровно посередине, круглях такой у тебя появляется от того, что вот какой-то вот такой дебильный засвет произошел. А помните, как я глумился и хохотал, когда у первого G1X выключил коррекцию дисторсии и снял картиночку на максимально широком углу и показал вам вот то, как она выглядит без исправлений каких-то. Там просто черные такие вот углы, просто по краям чернота, потому что, ну, типа у объектива, видимо, обзор гораздо шире, чем нужно, и за счет этого, ну, то есть там типа было номинально 28 заявлено, ну, миллиметров фокусное расстояние, по факту там, наверное, ну, может быть, даже все 24 было. Здесь заявлено как раз-таки 24, но, возможно, все и 20 на самом деле, потому что здесь ситуация абсолютно точно такая же. Все дела вот обстоят с этим также печально, и вот такое вот тут мракобесие происходит на максимально широком углу, если выключить исправление дисторсии. Ну, хорошо, что этот весь ужас, он исправляется автоматически самой тушкой или там профилем камеры,
в RAW-конвертере и без какого-либо нашего вмешательства, иначе мы бы, наверное, заебались вот такую жесть исправлять. Так что ладно, дома все-таки остаются ровными и нормальными. В общем, можно снимать на эту камеру архитектуру тоже без проблем. Ну, понятно, что дома никакие, нигде пузырями у тебя раздуваться так не будут, как если выключить эту галочку, убрать исправление дисторсии. Правда, когда я вот как раз весной снимал, ну, солнце тогда стало, естественно, гораздо активнее, я заметил такую вот вещь, что динамический диапазон относительно первой модели у G1X Mark II немножечко просел. Нет, он, конечно же, не ужасен, потому что, ну, в принципе, у первой модели он был ничего, такой средний статистический, да, там, средний по палате, скажем так. Здесь он почему-то ухудшился, вот это мне совсем непонятно. Вроде бы и количество мегапикселей уменьшилось при том же размере матрицы. Было раньше 14 мегапикселей, стало 12. Ну, логично предположить, что размер ячейки крупнее. Тем более камера вышла уже в 2014 году. Матрица, наверное, как-то посовременнее, более новая должна быть. Но когда я смотрю на картинки, когда я их редактирую, я вижу, в общем-то, что здесь динамический диапазон, ну, где-то, наверное, на стоп, а то и на 1,5 уменьшился относительно первой модели, что просто очень странно. Ну, в общем, все равно это, конечно, терпимо, но просто когда у тебя в 2014 году у камеры, у которой матрица больше, чем микро 4 третьих, динамический диапазон хуже, чем у микро 4 третьих, это довольно-таки озадачивающе. Хотя, о чем я говорю, в принципе, у Canon на Canon RP, например, на полнокадровом динамический диапазон хуже, чем у микры в 2019 году был. Но зато цвет традиционно для камер Canon здесь вообще не подводит. Я люблю их Color Science. Здесь он такой же далеко не реалистичный, но очень приятно приукрашенный. Мне действительно нравится цвет, который эта камера выдает по умолчанию. Ну, автофокус относительно первой модели тоже никак не улучшился. Он остался также контрастным, также с очень маленьким количеством точек детекции. Так что даже тот же стрит какой-нибудь со включенным автофокусом ты точно никак не поснимаешь, потому что у тебя постоянно будет автофокус соскакивать куда-нибудь на задний план, игнорировать реально важные объекты, не видеть никаких там лиц, хотя тут определение лиц уже тоже присутствует. И, в общем, получается, у тебя выбор очень простой. Или фокусироваться только по одной точке и на что-то не очень динамичное, или вообще автофокус выключить, просто прикрыть диафрагму и снимать уже тогда от бедра, ну, если тебе именно стрит нужно снимать. Ну, хотя бы для фотокотиков эта камера более-менее годится. Если они там вылезли, допустим, погреть свои жопки, позагорать из подвалов, ты можешь их спокойно снимать. Главное, чтобы они не рыпались, не пугались и не убегали, иначе будет, да, как бы смазываться. Или фокус промажет, опять же, потому что следить он за ними явно не сможет. Но максимальное фокусное расстояние 120 мм в эквиваленте здесь все-таки позволяет держать определенную дистанцию так, чтобы они не беспокоились.
Ну и что я, вот, финализируя это видео, хочу сказать про G1X Mark II от Canon. Да, он, конечно же, осовременился по сравнению с первой моделью, то есть убрали вот эту дурацкую дырку, добавили возможность поставить электронный видоискатель довольно неплохой, ну такой же, как на M6, например, да, на него можно поставить. Но в то же время сделали экран неповоротный и с какой-то странной хлипкой достаточно конструкцией. Улучшили фокусные объективы, увеличили его светосилу, но при этом, опять же, максимально открытая дырка абсолютно ужасная. Ну а дисторсия на максимально широком углу, опять же, достаточно страшненькая и неприглядная. Да, еще и новое стекло стало ловить блики совершенно откуда-то из, не знаю, параллельной вселенной. Ну и вдобавок вот к этому всему у нас еще и динамический диапазон почему-то скукожился. И вот по факту, если мы вот так вот при анализе разложим эту камеру, да, на какие-то составляющие, что она из себя представляет, то мы понимаем, что у нее всего две какие-то положительные черты есть. Это отличный цвет сразу из камеры и отличная резкость на прикрытой, опять же, диафрагме. Так что, ребята, если у вас вдруг уже имеется первый Canon G1X, пусть он там и страшненький, и старенький, но никакого смысла менять его на G1X Mark II я лично не вижу. То есть там каких-то преимуществ у нее особо нет, даже скорее ухудшения какие-то присутствуют по сравнению с первой моделью. Ну и если вы вдруг, там, не знаю, мониторите Авито, смотрите, что там на вторичке происходит, и думаете, какую же модель взять, допустим, у вас там выбор как раз между первой и второй, опять же, не вижу никакого смысла брать вторую модель, потому что первая, она, в общем-то, дешевле в 2 раза, а местами даже и лучше, чем вторая. Существует еще третья версия, но там уже не 1,5 дюйма матрица, а полноценная IPS-сишка на 24 мегапикселя, такая же, как у 80D стоит, и такая же, как в M6, в общем-то. И она классная, там есть Dual Pixel, она очень маленькая, очень легкая. Каким-то образом они там реализовали еще и влагозащиту, при том, что там тоже, да, телескопически выдвигается объектив. Но она очень прям уже дорого стоит, цена кусается, а экранчик, да, там поворотный, сенсорное управление. То есть, ну вот, все замечательно, отличная камера могла бы быть для какого-нибудь блога, для там, того, чтобы записывать самого себя на ходу, какие-то, да, заметки делать, но там нет разъема для микрофона, то есть вроде бы такая прям внешне и по характеристикам блогера ориентированная, легкая, прекрасная карманная камера на все случаи жизни, но при этом ни хрена не рабочая в этом плане, поэтому, опять же, смысла в ней я большого не вижу. Ну, я надеюсь, что вам было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка в описании. Если хотите поддержать канал и вам нравится то, что я делаю, можете подписаться также на Boosty, там, финансово поддержать, я имею в виду. И я желаю вам хороших снимков. До новых встреч. Пока.